У людей, практикующих цигун или подобные энергетические практики, возникает в какой-то момент площадка. Перестает получаться, отсутствуют изменения, нет развития. Сколько бы человек лет не потратил для того, чтобы набрать энергии, сидеть в медитации, посещать занятия, ретриты, стараться, не происходит ничего. Качественного изменения нет. В чем причина? Давайте попробуем разобраться. Как правило, человек приходит заниматься цигун или в подобные практики по причине плохого здоровья или по причине отсутствия сил, энергии. В большинстве своем. И в самом начале, когда занятия только начинаются, удивительные изменения происходят с людьми. Все такие очень довольные и счастливые, потому что становится очень тепло, жарко, много сил, поправляется здоровье. И через какое-то время человек уже себя чувствует очень таким наполненным и сильно изменившимся. Но потом наступает площадка. Человек может находиться в этом состоянии, поддерживать его как-то, а вот дальше развиваться не получается. Очень многие на этом и останавливаются, и это им достаточно. Быть покрепче, поздоровее, чуть-чуть побольше сил. И в этом состоянии как-то там находиться, иногда заниматься цигун. Речь не о них, речь не об этом уровне интереса. Тот, кто хочет достичь каких-то изменений внутренних, ментальных, достичь каких-то изменений более глубоких и фундаментальных, старается идти дальше. Но наступает момент, когда это не получается. Что хочет человек? Он хочет стать сильнее, стать мощнее, стать умнее, спокойнее, увереннее, обладать какими-то способностями. В каких-то практиках говорится о том, чтобы был такой выход души из тела, чтобы достичь каких-то более тонких информационных пространств, чтобы научиться чему-то и стать еще более изменившимся, да, в лучшую сторону и так далее. Но смотрите, о чем я сейчас перечислял. О том, что я хочу набрать, я хочу стать сильнее, я хочу стать здоровее, я хочу стать умнее, я хочу стать мощнее. Все о том, что я хочу получить для себя, набрать. И в этот момент это не получается. Почему? Потому что подобные вещи уже происходят на уровне энергии, с которыми занимается практикующий, уже то, что мы называем уровнем света, энергия света. Энергия огня, она более низких частот колебаний, и она направлена, вернее, ее достаточно для того, чтобы улучшить там свое физическое состояние и там, набрать такого фундаментального энергетического как бы, объема, да, большого, для того, чтобы жить там в материальном мире более-менее. А вот эти все вещи, о которых мы только что говорили, они уже требуют очень более высокой энергии. То, что называют в цигун энергия света. Но энергия света подразумевает присутствие более тонких ментальных составляющих наших. Дух, душа и так далее. Выше. Выше, чем ум. И здесь эта энергия является питанием, средой для того, чтобы у нас развивалась вот эта более тонкая духовная составляющая. И также эта духовная составляющая может повлиять на развитие и увеличение объемов энергии света, которые мы можем достичь и которыми мы можем заниматься. Все взаимосвязано. И здесь уже не может быть речи о том, чтобы набрать, преобразовать, упаковать и иметь. Потому что свет, он имеет характеристики такие распространяться. Если лампочка, которая тускло светится, захочет стать более яркой, в тот момент она осветит большее пространство вокруг себя. И она не может стать более яркой только для себя. И чем она становится ярче, тем
более светло становится вокруг. И для того, чтобы ей стать ярче, ей нужно проявить намерение, чтобы вокруг стало более светло. Поэтому на этом этапе практика по набору только для себя не срабатывает. Поэтому люди, практикуя уровень света Джундантяни, проскальзывают, как правило, этот уровень и уходят выше, на уровень Шандантяни, для того, чтобы заняться развитием своих ментальных вещей. Кажется, что здесь очень все решено. Ну да, я так набрал здесь и буду здесь заниматься, а там третий глаз, там всякие способности и так далее, и так далее. Но потом не получается. Не получается, потому что недостаточно энергии света. И приходится возвращаться назад. Пока здесь вопрос не решен, пока со светом не решен вопрос, его недостаточно, пока практикующий не стал светлым, а значит освещающим вокруг, ничего не получится. И это и есть причина того, что развития нет. Человека, практикующего, не учат отдавать. Его учат только получать, набирать, преобразовывать и упаковывать. А раздавать и светиться, и направить свою энергию на более темные участки пространства, об этом не говорится. Не говорится в современной практике преподавания ЦМУ. Я не сталкивался. Но зато и об этом говорится в Алмазной сутре, где Будда, объясняя, в чем суть духовного развития и изменения, объясняет таким образом. Тот, кто хочет стать бодхисаттвой, просветленным. Говорится там так. Тот, кто правильно вступил в колесницу бодхисаттв, должен породить бодхичитту и думать так. Сколько бы ни было живых существ, рожденных из яйца, из утробы, из жара и влаги, рожденных чудесно, имеющих физический облик или его не имеющих, имеющих развлечения, но или его не имеющих развлечения, но не лишенных тонкого развлечения, всех их мысленно обозначенных как живые существа, я выведу за пределы печали в нирвану, без остаточных совокупностей, скамх. И тогда человек, который направляет вот эту энергию, вот это желание свое, он внутренне ему не хватит никакого света. Он его может только получить извне. Но так как у него настроен на то, чтобы светиться как можно сильнее, тогда он и достигает, изменяется, происходят изменения для того, чтобы он мог достичь как можно более тонких и более высоких энергий. Он получает и отдает, получает, и через это намерение помочь всем, он пропускает через себя, развивается сам. В этом есть, казалось бы, такой неуловимый момент, но очень важный. Когда мы перестаем беспокоиться и стараться для себя, а начинаем работать на всех живых существ, то тогда происходят изменения, и тогда этот момент застоя исчезает. И в этом есть суть духовной практики. Суть духовной практики – это не стать монахом. Это то, к чему стремятся все практикующие. Развить себя, свой шень, для того, чтобы подняться выше, для того, чтобы родиться потом в лучших условиях, для того, чтобы сейчас практикуя, некоторые хотят выйти из своего тела, чтобы получить более информации. Но кто выходит из своего тела, кто развивается? Как раз таки вот это то, что называют шень или душа. И она может развиться только через вот это желание светиться, желание освещать. Без вот этого желания или намерения не произойдет развития. А также не произойдет набора этой энергии света, который в том числе и является
топливом или питанием для прогресса каких-то способностей. То, что люди хотят чего достичь, когда практикуют и думают, вот сейчас вот я наберу побольше, и у меня все это откроется, и все эти возможности появятся. Нет, когда ты наберешь и раздашь, ты превратишься в сосуд, в который вода втекает и вытекает. Втекает и вытекает, но при этом сосуд становится больше, чем каждый раз напор этой воды увеличивается, потому что сосуд становится больше. И он становится больше, потому что поток воды увеличивается. И это такое взаимозависимое. И человек, практикуя, получает все больше и больше энергии для того, чтобы раздавать. В этом же суть жизни людей. Чтобы все изменились. Вот и все. Это очень важные моменты. И если следовать им, то застоя не будет. Будет постоянный рост. Всего доброго. До скорых встреч.